Всем доброго времени суток! Приветствую вас на канале «Вместе к здоровью». Сегодня расскажу вам несколько народных способов лечения кашля у детей. Незаменимым средством при борьбе с кашлем является черная редька. Это народное средство применяют при самом неприятном сухом кашле. Корнеплод разрезают, делают в нем углубление и добавляют туда мед или морковный сок или даже сахар. Выделяемый в ответ сок редьки и будет тем самым лекарственным средством, которое поможет избавиться от неприятных приступов кашля. Применять сок редьки советуют каждый час по 1 чайной ложке для детей или столовой для взрослых. Одно из самых эффективных средств при кашле – это молоко. Молоко разжижает мокроту, а также обладает смягчающим, мукалтическим и отхаркивающим свойством. Можно пить теплое молоко с медом, с маслом или минералкой. Молочный отвар с плодами инжира издревле применяют при коклюше и считают микстурой от кашля. Хорошим обеззараживающим и противомикробным действием обладает молоко с чесноком. Однако такую смесь следует применять с осторожностью маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с болезнями ЖКТ. Если кашель мучает ребенка, а он не хочет пить теплое молоко на ночь, можно сделать ему молоко с бананом, измельчить в блендере банан, добавить 1-2 ложки какао и меда и залить полученную смесь горячим молоком. Еще одно средство от кашля – печеные или вареные груши. Груши хорошо помогают при одышке и сильном кашле. Отвар из сушеных груш – отличное средство для утоления жажды при температуре. Чтобы приготовить напиток, в стакан сушеных груш нужно залить 500 мл воды и кипятить 20 минут. Также хорошо помогает от кашля следующее средство. Размять вилкой 2 банана и прокипятить с 200 мл воды в течение 10 минут. Потом добавить в состав мед и пить теплым. Финики тоже хорошо помогут от сухого и изматывающего кашля. 10 плодов прокипятить 20 минут, 500 мл воды отварить, пить горячим. Можно также прокипятить 7-8 фиников в 200 мл молока. При влажном кашле, при затрудненном отхаркивании и неприятных ощущениях в груди во время кашля облегчить симптомы помогут компрессы. Как вариант, можно сделать компресс из перетертого вареного картофеля, картофельного пюре, либо из горчичного порошка, меда и сока редьки. И в горячем виде наносят на марлю и плотно завязывают в области грудной клетки теплым платком. Среди компрессов также известны способы намазать грудь больного жидким медом или теплым растительным маслом, обернуть в несколько теплых слоев, укрыть теплым одеялом и оставить на некоторое время. Следующий компресс – капуста с солью и медом. Смешайте соль с медом в пропорции 1 к 1. Обдайте кипятком капустный лист и натрите его солью с медом. Лист еще теплым выкладывается на грудь и спину, избегая области сердца. Сверху он накрывается пищевой пленкой, хлопчатобумажной тканью и одеялом. Через какое-то время лист можно убрать. Любые народные средства могут помочь на начальной стадии заболевания. Если симптомы, несмотря на их применение, не проходят, либо простуда сопровождается температурой и другими симптомами, необходимо срочно обратиться к врачу. Кстати, перечисленные выше способы можно прекрасно применять и одновременно с традиционным лечением. Далее, на что стоит обратить внимание при обращении к народным средствам, это следующее правило. Нельзя использовать ингаляции, прогревание и теплые компрессы от кашля, если имеется повышенная температура у малыша. Это запрещено. Но и стоит помнить, что при любом кашле родители должны обеспечить ребенку чистый, достаточно увлажненный воздух, проветривание, увлажнение, прогулки на свежем воздухе. Всем спасибо, желаю вам огромного здоровья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь вашими рецептами, как вы вылечили кашель. До свидания.